И если первые левобережные плацдармы ВСУ не сильно заботили россиян, то сейчас ситуация приобрела несколько иной и более угрожающий характер. И все из-за плацдарма в районе села Крынки. Дело в том, что первые плацдармы в районе Антоновских мостов были не в полную меру плацдармами и не до конца левобережными. Да, юридически это левый берег Днепра, и там закрепились ЗСУ. Но далее там идет болотистая местность и река Конка, которую тоже нужно преодолеть. И российские войска закрепились именно за ней. А российские командиры понимали, что развить там свое наступление украинских войск не получится. Но вот внезапный удар украинских морпехов в селе Крынки вынудил отступить российские войска, и таким образом ЗСУ теперь контролируют тот настоящий правый берег и за рекой Днепр, и за рекой Конка. Но Крынки примечательны еще и тем, что к ним вплотную подходит лесной массив, где также может укрыться пехота и не может проехать техника. А это нивелирует российское превосходство возможности использовать ту самую технику. Таким образом, российское командование на данный момент осознало всю неприятность сложившейся ситуации и бросает имеющиеся войска для того, чтобы ликвидировать образовавшийся плацдарм украинцев. Но дело в том, что имеющихся войск на этом направлении не так уж и много, ведь основная масса россиян в данный момент радостно убивается об Авдеевский укрепрайон, а те колонны, которые таки решаются прийти на помощь в Крынки, также радостно убиваются уже о украинские ракеты GMLRS, выпускаемые Хаймарсами, которые по логике российских докладов должны были быть давно все уничтожены. Всего, как сообщается, в Крынках находится до 2 рот украинских морпехов, что вроде как совсем немного, но дело в том, что эти 2 роты прикрываются артиллерией с правого берега, поэтому россияне не могут сосредоточить большое количество войск для их выбивания. В районе украинского выступа по направлению на Токмак россияне пытаются атаковать украинские позиции по направлению на Работино, а украинские войска незначительно расширили выступ по направлению на Копани. Тем не менее, вот уже более месяца значимых продвижений на этом участке не происходило. Восток. Российские войска продолжают атаковать по направлению к Купянску. Бои идут возле Синьковки, Лимана 1 и Первомайского. В районе Бахмута, где последние полгода атаковали украинцы и смогли даже ликвидировать российский выступ на юге, теперь снова атакуют российские войска, в особенности на севере от города, где у россиян есть незначительные продвижения. Наиболее горячей точкой остается Авдеевка. Российские генералы бросают свои войска в непрерывные атаки, большая часть из которых безуспешны и приводят лишь к огромным потерям в виде уничтожения целых бронегрупп и десятков солдат. Тем не менее, платя высокую цену, продвижения все же происходят. Основной успех произошел на севере от города, где россиянам удалось выйти и закрепиться вдоль железной дороги, и теперь они оттуда атакуют Авдеевский коксохимический комбинат. Российским войскам периодически удается зайти на территорию завода, но закрепиться не выходит. Войска либо уничтожаются, либо вытесняются на исходные позиции. По сути, именно от этого промышленного комплекса зависит судьба Авдеевки. Если россиянам удастся его захватить, снабжать украинские силы в городе будет практически невозможно, и те будут вынуждены отступить. Спасибо за просмотр, поддерживайте видео лайками, подписывайтесь на канал, ну также пишите свои комментарии.